Любое растительное масло из тех, о которых я расскажу в этом ролике, это источники полезных жиров. Конечно, для того, чтобы получить максимум пользы, лучше всего использовать различные виды масел. Но большинство людей знают про оливковое масло. Вы узнаете, на чем лучше жарить, что лучше добавлять в салаты и чем, кроме жиров, масла насыщает наш организм. Итак, топ-5 полезных растительных масел. Первый. Льняное масло. Льняное масло содержит альфа-линоленовую кислоту до 60%, это омега-3 жирные кислоты, линолевую кислоту до 20%, это омега-6 жирные кислоты и олеиновую кислоту до 20%. Ну и, конечно, в льняном масле содержится в большом количестве витамин Е и различные минералы. Льняное масло имеет слабый, чуть горьковатый вкус. С точки зрения тибетской медицины льняное масло является продуктом горячего свойства. Это масло лучше всего использовать весной и зимой. Летом, осенью не нужно сильно прибегать к льняному маслу. 1 столовая ложка льняного масла по утрам покрывает суточную потребность нашего организма в омега-3 жирных кислотах. Поэтому льняное масло лучше добавлять в салаты, холодные овощные блюда, можно добавлять в кашу, в супы. Второе масло в нашем топе — это тыквенное масло. Тыквенное масло содержит триглицериды, фосфолипиды, токоферолы, пектины, витамин А и Е, цинк и селен. На вкус тыквенное масло горьковатое с ореховым ароматом. С точки зрения тибетской медицины тыквенное масло является продуктом нейтрального свойства, чуть теплого и обладает очень хорошим противовоспалительным заживляющим действием. Тыквенное масло используется в холодном виде. Лучше всего 1 чайную ложку тыквенного масла употреблять перед едой. Это будет улучшать работу желудочно-кишечного тракта, стимулирует огонь пищеварения, выгоняет слизь из органов пищеварительной системы. Если вы будете часто употреблять тыквенное масло перед едой, заживляет эрозии и язвы на слизистой пищеварительной системы. Тыквенное масло обладает общеукрепляющим действием и является хорошим антиоксидантом. Третье масло — это оливковое. Это масло я не очень сильно люблю, но это масло очень распространенное и является незаменимым маслом на любой кухне. И у меня тоже. Оливковое масло содержит большое количество омега-9 мононенасыщенной олеиновой кислоты до 80% и линолевой кислоты до 20%. Как раз линолевая кислота и есть омега-6 жирные кислоты. Оливковое масло на вкус с легкой горчинкой с точки зрения тибетской медицины является продуктом нейтрального свойства, то есть и не холодное, и не горячее. Ценность оливкового масла в том, что оно является продуктом, диетическим продуктом с большим содержанием мононенасыщенных жирных кислот и большого количества полифенола, который является хорошим антиоксидантом. Ну и еще оливковое масло повсеместно используется, так как это масло является основным компонентом средиземноморской диеты, которая ассоциируется с здоровым питанием и с увеличением продолжительности жизни. Ну и это масло доступно для жителей Средиземноморского побережья. Но и здесь я хочу рассказать о том, что очень важно соблюдать соотношение омега-3, омега-6 жирных кислот 1 к 1 или максимум 1 к 4. А у нас, конечно, из-за привычек питания, из-за использования различных не очень качественных масел, это соотношение намного больше в пользу омега-6, что является не очень хорошо для нашего здоровья. Приведу пример, почему средиземноморская диета является самой полезной диетой. В средиземноморской диете характерно большое употребление рыбы и морепродуктов, где очень, конечно, содержится большое количество омега-3 жирных кислот. И с этими продуктами они употребляют оливковое масло, где большое количество омега-9 мононенасыщенных жирных кислот, но малое количество омега-6 жирных кислот, что естественным образом это соотношение удается удержать, соотношение омега-3 жирных кислот и омега-6. Оливковое масло первого холодного отжима используется только для заправки салатов и холодных блюд. А вот других сортов оливкового масла можно использовать для жарки. Поэтому на этом масле вы можете жарить разные продукты. Четвертый продукт в нашем топе – это рапсовое масло. Рапсовое масло содержит большое количество омега-9 мононенасыщенные жирные кислоты до 50%
и равное количество альфа-линоленовой омега-3 жирной кислоты до 20-25% и линолевой кислоты омега-6 жирные кислоты до 20, тоже до 25%. И еще в рапсовом масле много витамина А и Е. Имеет приятный вкус с кислинкой. С точки зрения тибетской медицины рапсовое масло является продуктом теплого свойства. И это масло используется только в холодном виде для заправки салатов, холодных блюд. И рапсовое масло можно использовать просто как источник омега-жиров столовой ложкой утром за завтраком. При нагревании рапсового масла образуются конечные продукты перекисного окисления липидов. Эти соединения очень негативно влияют на функцию мелких сосудов, и тем самым они вредны для нашего сердца. Поэтому на рапсовом масле лучше не жарить никакие продукты. Пятый продукт – это кунжутное масло. Кунжутное масло содержит омега-9 мононенасыщенные жирные кислоты, омега-3 альфа-линоленовые жирные кислоты и омега-6 линолевые жирные кислоты. Все они находятся в нем примерно в равном количестве. Много в кунжутном масле витаминов А и Е, и много антиоксидантов, и много минералов. Цинк, селен, железо. В кунжутном масле содержится очень много витамина С. Вкус кунжутного масла сладковатый, и с точки зрения тибетской медицины это масло очень горячего свойства. Его применяют малыми дозами в лечебных целях. Про это масло очень много говорится в аюрведе, в тибетской медицине. Это масло применяется не только внутренне, но и наружно. Многие клиники восточной медицины это масло используют для массажа, так как масло содержит большое количество витамина С, имеет заживляющие свойства для кожи, антисептические, антибактериальные свойства имеет и очень хорошо питает, насыщает кожу. Кунжутное масло нельзя использовать как основное масло, его используют только как дополнение к другим видам маслам. При всем этом вы, конечно, можете добавлять в салаты и в холодные овощные блюда, в кашу, в супы, но немного. Вы можете, например, добавить в салат оливковое масло и сверху ложку кунжутного масла. Это придаст вашему салату аромат и приятный такой сладковатый вкус. Кунжутное масло с точки зрения тибетской медицины является почти как лекарственное средство. И это масло, так как оно имеет очень горячие свойства, нельзя употреблять осенью. Категорически нельзя. Но немного можно употреблять летом. Хорошо употреблять это масло весной и зимой. И считается, что при употреблении этого масла худыми людьми помогает набрать вес, а полным людям помогает сбросить вес, так как кунжутное масло обладает хорошим слизигонным действием, а помогает набрать вес, потому что кунжутное масло очень хорошо, благотворно влияет на огонь пищеварения. Будьте здоровы!